Итак, всем снова привет. Продолжаем Алана Вейка, точнее Alan Wake's American Nightmare. Вот, так, сейчас сяду удобно. Угу. Все. Ну что, вперед. Нам нужно исследовать столовую. И мы идем это делать. Dinner. Pancakes. A poltergeist. Its existence is one of rage and hostility, and its very presence turns ordinary objects into Poltergeist. deadly projectiles. Oh, shit! Полтергейст. Окей. А вот и они, летающие объекты. Вот я вижу страничку. Там я пропустила страничку, я просто не знаю даже, как ее собрать. Может, потом я смогу, но, по крайней мере, сейчас нет. Так, слишком много ног. Не знаю, вот это может быть. Луч моего фонаря сверкнула сеть паутины, тонкая, практически эфирная. Она была свежая, лежала прямо у меня на пути. Я затыл дыхание и ждал. Напрягая слух, тишина. Я пошел дальше, сосредоточиться на своей задаче. Взять, что мне нужно, и уйти. Вот и все. Твердила я про себя. Но в какой-то момент мне и правда показалось, что все будет вот так просто. И тогда услышал топот ног по земле. Ног было слишком много. Офигеть, это что такое? Ног было слишком много. Что-то пауки. Фальшфайр. Это хорошо. Угу. Сохранились контрольные точки. Ну и пойдем. Патроны для бомбового ружья не нужны, потому что они у меня полные. Окей. Так. Ну, здесь ничего примечательного. Типичная американская это самая столовая. The scene. Traces of violence. A callous midnight snack. A room key left carelessly behind. The man recognizes the enemy's handiwork. I think these are keys for the motel rooms. От комнат в мотеле, вот. Вот. Так, подожди, что изучить? Satellite, now this? That place might be involved. Dead Lakes, Midnight Rage. Прикольно. Так, ну все, у нас есть. Исследовать комнаты мотеля. Подожди, а здесь я могу походить? Вот там, может, могу походить. Это нужно. Слушай, вот тут. А, это кухня. Ладно. Идем еще раз сохранимся. Emma Sloan was a believer in a great many things, most of which were entirely fallacious. Emma Sloan, an innocent victim of his dark half. More collateral damage in the ongoing war.
damned by forces beyond her control as much as by her own actions. Тут быстро перезаряжается батарейка, классно. Ну, ё-моё, вы делитесь. Да, здесь играть как-то уже поудобнее, что ли. Мне нравится, не могу прям вообще. Desert Slave. Мотель, короче. Desert. Пустынное. Что-то там. Исследовать комнаты мотеля. Тут этот, который метает гвозди. Так. Открываем все комнаты. Можно прям все открыть? Да ладно. Это закрыто, прекрасно. Это тоже. И что тут исследовать? Все двери закрыты, остальные, офигеть. Входную только могу закрыть. Damn it! Why didn't you listen? Потому что она женщина, которая просто взяла и не послушала, блин, тупица. Взяла бы, блядь. Пистолет, нет, я не хочу. Я ставлю свой револьвер. Мне нравится револьвер. Так, между прочим, возьмем еще патронов. Пусть будут. Вот сюда, да, сюда можно пройти. И тут есть тетрадка, хотела сказать. Листочек, вон он даже светится. Вот он. Все. Наконец-то кривое зеркало. Экран телевизора на меня смотрело мое собственное лицо. Несколько секунд я бросился и боролся с чувством дежавю. Не раз приходилось вот так же смотреть на себя в телевизоре. А потом на лице появилась легкая ухмылка. Совсем не присущая мне. Глаза злобно сверкнули, только тогда я понял, на кого сейчас смотрю. Человек на экране отодвинулся назад, когда я увидел комнату, в которой он находился. У меня пересохло в горле. И все, что мне оставалось, это смотреть. Я бы, конечно, попробовала с геймпада поиграть, но нет. Это будет очень сложно стрелять, так что нет. К сожалению, нет. Кстати, тот номер огромный. Смотри, прям диван есть. Правда, нету телевизора. Зато есть двуспальная кровать. Столик. Это самый гардероб. Там, наверное, туалет, а там не знаю что. Ты чего? А. Так, и сюда можно зайти, да? В эту дверь? Или... А, вот в эту. Какая разница? Ага. Проклятие. Michael Farabee, dead, tortured, dressed in clothes that bore the name of a local observatory. A slim lead, but solid enough. It stirs something deep in his mind. He knows where to go now. I guess that'll have to be my next stop.
Видимо, это моя следующая остановка. Достать ключи от обсерватории. Ну, давай. The observatory. Hot on the heels of the herald of darkness, the champion of light forges on to see the stars. An observatory, a place for a man to witness the magnificence of the universe. But such insights are not what the champion of light is looking for. He has come to find a weapon. Окей. Дверьку закроешь? Нет? Блин, как же здесь все круто. Так, открыть ворота. Открыть. А, ключи же есть, точно, блин. Полицейская машина вижу. Здесь ничего не надо. Окей. Помповое ружье. У меня оно есть? У меня же оно есть. Вот же оно. Возьмем еще одно. Какая разница? Ёб твою мать. Боеприпасы для ракетницы. Включить радио. Welcome back, listeners. As you know, I'm Eddie Rodman, and I'm still talking to old gods of Asgard, who are doing their big comeback tour. How's that been going for you? Odin? Splendid! I'm having the time of my life! О, это эти старички, смотри-ка. How much I missed that. And what about you, Tor? It's okay, you know. Well, this must bring back a lot of memories. Oh, yeah! It's wonderful to be back on stage. If it wasn't for my knee, I'd feel like a young man again. Well, speaking of that, I hate to keep harping on this age thing, but I gotta tell you, I've heard your new songs, guys, and you sound really good. Thank you. And this may be a touchy subject, but to be blunt, you really don't sound, well, old. I mean the difference between your speaking voice and your singing voice, it's pretty striking. What the hell are you talking about? You saying it's not us singing on that record? What? What's he talking about? No, I'm not saying that, guys, but I can't help noticing the difference. Son, you're on thin ice. You calling me a liar? Whoa, hey, let me just step in here for a moment, boys. Yeah, Eddie, they do sound different, but believe me, we're not talking Milli Vanilli here. These guys are the real deal. Why don't you come to the gig tomorrow night and see for yourself? Once they get on that stage, boom, things get real. Really? Believe me, they play like they're possessed. It's almost like magic. Look, you see my boys play, you see the old gods for real. These guys project a lot of power. They're not lightweights, you know what I'm saying? All right, Barry, I'll see if I can make it. Now, let's take another quick break here, and after that, we'll play the new Old Gods of Asgard single. Don't you go away. Вот так вот эти детки, которых мы спасли в прошлой игре, точнее в основной игре, в прошлой игре, из психбольницы, так называемой, да, они поют. Офигенно. Я просто пью кофе здесь. Мне больше не унести. Окей, хорошо. Нет, опять вы. Твою мать. Красота. Куда мне надо? А если я пойду вот туда? Там свет. Я извиняюсь. Страничка. Вот тут где-то. Где-то в кустах? Да ладно, вы серьезно? А вот же. Подожди. В зоне отдыха я. Раз, два. Ох,
Блин. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 страниц. Не нашла. Как всегда. Ладно, давай эту. Как романист, я обожал детективы. Именно в жанре детектива я написал свою первую книгу. Главным героем у меня был вечно печальный Алекс Кейси. Вся жизнь была похожа на незажившую рану. Книга о нем буквально сметалась с прилавков. Я написал еще 5 романов про Алекса Кейси, все они стали бестселлерами. Я разбогател, стал знаменитым. Успех давил на меня. А я не знал, что с ним делать. Вот так вот, да. Бывает. Так, мне нужно туда. А если я пойду вот сюда, например? Там просто свет. Сохранится, типа. Я реально не нашла там дофига страниц. Блин. Как я могла? Еще происхождение мистера Скрейч. Я смотрел в лицо своему врагу. Это я сам. Встречался с ужасными существами. Они живут в невероятных мирах, пределах нашего мира. Иногда они маскируются под людей. Вот что ты под маской мистер Скрейч. Он — это каждая злобная статья обо мне в желтой прессе. Каждая злая карикатура. Он — тварь, рожденная в заблуждении, полуправде, неверсии людей, которые слышали что-то обо мне. Русская легенда воплоти, серийный убийца. Моя темная половина, оживленная силами озера Колдрона. Вот оно что. В общем, как и всегда, во всем виноваты только люди. Нету никакой мистики, никаких чудовищ. 15 страниц. Уф. «15 страниц всего? Или 15 страниц именно из лаборатории? Контрольная точка, уже хорошо. Здесь вот где-то... Что, где? Вроде бы показывается, но я не знаю, может, не все. Все может быть, может, не все. О! Флешечки. Больше не унести, да блин, да ладно. Флешки у нас с вот этим вот используются, ну. Тут вот где-то страница, ага. Пауки.
The spiders aren't really the work На of самом the деле enemy. пауки это не They're a вражеские side создания, effect. они побочный A part of the эффект, dark часть place's малой less фауны. significant fauna that has Темные managed to обители. slip Они through the попали сюда opening через I made проход, when I который я arrived. открыл своим Less an прибытием. animal than an Не idea that столько has животные, assumed the сколько form идей, of an которых animal. приняли форму, Makes them которые no less приняли форму dangerous. животных. But at least they're a little Это не easier to делает deal их менее with. опасными, но с The ними, darkness по doesn't крайней protect мере, them like проще the Taken, справиться. Тьма and не thus they can be защищает destroyed их by так, either как light одержимых. or bullets right away. Поэтому их сразу же уничтожается как свет, так и пули. Пауки это фигня, в общем. Типа сразу же не нужно вот это вот прижигать, прежде чем... Так. Окей. Если я пойду туда... Блин, тут такая большая местность, что... Тут не мудрено потерять. Еще оружие, смотри-ка. Тут у нас боевой дробовик, 40 страниц. Офигеть. Всего 40, я так понимаю. Или вот именно из обсерватории. Вряд ли всего. Потому что, смотри, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Тут 20, я так понимаю, все 20 здесь. И все 20 там. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 16 всего, так что, да, все, в общей сложности. Это сложно, кстати, еще страничка. Успех навалился на меня тяжким грузом. Моя жена Элис была единственной, кто еще соединял меня с прошлой жизнью. В какой-то момент этого оказалось недостаточно. Я больше не мог писать. Я с головой ушел в вечеринки и безумные выходки. Они отвлекали меня. Я был по течению жизни уверен, что Элис не покинет меня. Хотя никогда не спрашивал, согласна ли она быть вечной опорой измученного художника. Дураками везет, Элис была не из тех, кто легко сдается. Вот молодец. Так, вот сюда мне, да? Блин, да там еще по-любому миллионы страниц. Я пропустила. Пойдем-ка вот сюда сходим. Или я здесь была? Да, я здесь была, я просто спускаюсь. Они появляются из ниоткуда, реально. А вот это вот проблема. Потому что там всегда рябило экран. А тут нет. Как же красиво, ё-моё. Ух. Для помпового ружья боеприпасов нету. Фальшфайр. Помповое оружие и взять карабин. Ну, карабин это типа винтовка, да? Не, мне нравится все-таки ружье, чем... Подожди, давай-ка посмотрим. Ну да, это вот так вот стреляет. Не, мне нравится больше. Оно, может, перезаряжается дольше, но мне просто нравится. Так. Hello? I'm Dr. Rachel Meadows and... Wait
a moment, it's you. I can't believe you dare show your face around here again. Да тихо, тихо. Ой, флешка. Я ж хотела фальшфайр. Ну вот. Go away. It wasn't me. I just look like him. Are you serious? That's what you're going with? Please. I'm trying to stop him. You saw those shadow things trying to kill me, right? I bet he got along with them just fine. Yes. Yes, he did. All right. Come on in. Thank you. Так быстро поверила. Пф, идиотка. Нет, ну, в принципе. В принципе, она реально очень быстро поверила. Это плохо. Hey, buddy. I figured I'd take a moment to talk to you. There's a party next door. I'm feeling pretty good right now. A little beer, a little fun, you know? It's nice. Listen, this whole thing between us, it's a little weird for me too, you know? I mean, we don't just look the same, there's a lot we share. I mean, up here, I know you, right? So I was thinking maybe we could... Чё ты на меня смотришь, Алан? These guys are getting out of control. Look, I feel like we're both victims of circumstance here. And maybe we could make some kind of effort to... Never mind. Ну, как-то так. Так, здесь все закрыто. Я понимаю, что мне наверх просто на всякий случай. Мало ли. Здесь вроде свет везде есть, так что... Welcome. Just a moment, I'll send the lift down to you. I didn't expect to see anyone here tonight, but I'm relieved to see an actual person. That's assuming this isn't some kind of cruel trick on your part, of course. Ой, блин, я ж хотела...
Ну ладно. Doctor, the man who looked like me, what did he want here? There's a strange astronomical event happening right now. Something I can't begin to classify, but I think it's disabled our satellite. There's a very peculiar signal that we're receiving. A signal? That's what I'm here for. Well, so was he. But he didn't seem to understand it at all. He got very angry, sabotaged our imaging array, and now we're blind. I believe the event is still going on, but we can't pick it up. Is there something we can do? What he broke is essentially just a special camera, but we can't use the telescope without it. There's a replacement in my car. If you can get that to me, we're back in business. Consider it done. Tell me more about the signal. It's almost as if something's being transmitted to Night Springs. It's the strangest thing. It's quite elusive, almost as if it wasn't properly there. I don't know how to describe it. So, what was the signal like? I wish I knew. He appeared before I had a good fix on it. He was very pleasant when I was working, but when I isolated the signal, he suddenly forced me out of the control booth. He said it was none of my business. He seemed to change. Somehow he was very smooth and charming before that, but suddenly he became, I'm sorry. I'm not sure I want to talk about it. I have to ask, do you always wear that to work? I was at a party for a local art exhibition. Fascinating works. When I was called away by my assistant, Michael was the first to spot this event. I don't know where he is now, actually. He was supposed to bring us some food, but he never showed up. Tell me about the event. Oh, it's quite fascinating. It looks as if stars were changing, somehow. Or shifting positions. It isn't really happening, of course. Most likely it's caused by some kind of atmospheric refraction phenomenon. But I've never seen anything like it. Did he hurt you? No, he didn't quite threaten me exactly, but those shadowy things started to crawl into view, and whatever the signal was, he seemed to be extremely frustrated by it. He just started breaking things and left. I thought it best not to interfere. You were lucky. He's done much worse. Yes. He showed me a knife, and he kept talking. He enjoyed the sound of his own voice. A proper maniac. You really aren't anything like him, are you? Believe me, I try very hard not to be. Так, ладно, пойдем за матрицей. Угу. Здесь ничего нету, я просто хочу посмотреть. Good luck, and try to be careful. It's a very expensive part, and we don't have a replacement. Oh dear, that sounded more callous than I intended. Be safe. Окей. Ага. Так, окей. Сохранимся. Ну и пойдем. Она сказала, у нее в машине, если я правильно прочитала все, да? А откуда у нее в машине матрица? Изображение. О, паутина, кстати. This must be her car. Вот это ее машина. Почему она вся в паутине-то? Что произошло? Или вот это? Фу.
Какие вы мерзкие. Действительно. А, они просто вот так сгорают. А, окей, тогда херня. Так, ага. Ну блин, они еще прыгают. А я на свет, а я на свет. Все. Пойдем. Светошумовые гранаты. Excellent. I'll operate the platform directly below the telescope so you can install the array. Don't worry, it's very easy. Hop on. Brilliant, you got it. I'll just run a quick diagnostic on it. Yes, it's in perfect order. All right, we're good to go. Let's take a look at the skies. Shut this down. There's a problem with the automated coolant system. Somebody just interrupted the flow. So now what? Well, you could go and open the secondary coolant flow valves manually. I know it's dangerous there, but, well... I got it! Please come talk to me if you have questions. Окей. Is there something I should know about this coolant thing? Oh no, it's quite straightforward. The telescope is very heavy, and moving it generates a lot of heat. So do all of the electronics. Overheating could cause damage, so it shuts down automatically if the coolant fluid isn't flowing. And hot electronics generate instrument noise, which we want to eliminate as much as possible. What is this coolant anyway? Is it dangerous? We use liquid nitrogen. It's quite safe. If I can make it to the valves in one piece. Yes, there is that. Good luck. I'm assuming you didn't have this kind of trouble using the telescope earlier, when my double was here. No, it went very smoothly. Until he turned into a nutter. This doppelganger of yours doesn't seem to want anyone else to look at this phenomenon. Honestly, it seems a little pointless to me. There are many eyes on the sky. I'm not sure what we're gonna get once this thing is working again, but I have a hunch. I doubt it has anything to do with outer space, or that anyone else can see it. I think it's a message for me. For you? That seems unlikely. And even if it were a very localized phenomenon, surely it's visible to others in the area. Maybe, but I wouldn't bet on it. There's a reason he came here, and a reason he doesn't want me looking at it. Окей. Пойдем.
зачем я вот это делаю, не знаю. Просто так. Почему нет? Так. Клапан с хладокеном. Это где это? Внизу? Да, правильно же? Так, фальшфайр нет. Окей. Опять выходить. Вот, блин. Ладно. Just remember, you need to release all 3 valves. It doesn't matter what order you do it in. Все 3? Окей. Один я уже вижу прям вот тут близко. Оно? Да. Раз. Второй. Так, трубы идут. Ну, видимо, там. Угу. Ай, вот вам. Достали. Ты живой? Вот черта. Два. И третий у нас идет куда-то туда. Нет, это вот этот. Третий у нас где-то с другой стороны. Окей. — 40 страниц. Блять. Ну и ладно. Так. О, я отсюда упаду, да? Правильно? Нет, я отсюда не... Ну, как упаду, но... Ладно. Быстрый способ сползти вниз. Вот труба идет нам туда. Здрасте. Угу. Так, хорошо, вот тут где-то, подожди. Угу. Вот. Так, стоп. Ага, страница, подожди. Страница. Это важно. I've carried a flashlight and a gun for so long that I feel naked without either. It's all too often that I need them. The darkness protects the taken. Shadows crawl over their forms like living things, protecting them from harm. Blows that would injure or kill a human outright mean nothing to them as long as the darkness persists. But light makes them vulnerable. Light burns the shadows away. The darkness that drives them is still in them, but now they're vulnerable. Flashlight and gun. Фонарик, пистолет. Иногда мне кажется, что это все, что у меня осталось. Иногда мне кажется, что это все, что у меня осталось. Окей. Больше не унести, все, окей. Так, это где-то здесь. Вот. Okay, that should do it. Все. Блять. Ставь. Какое? Все. Пойдем. Прекрасно.
Прекрасно. Так. I released all the valves, Doctor. Is it working? Just bear with me a moment. Yes, I believe you've got it sorted. It's working again. Nicely done. That sounds like trouble. I don't think they're happy with our success. Look out, they found a way in. Так, она настолько спокойно это все говорит. Я не могу с нее. Пошли вон. Здрасте, блин. Так, сейчас. Ага. Sighted in now. I still have no idea what I'm looking at, but it's very strange indeed. Oh, where are my manners? Please, come on up. I'm sorry, I was distracted. Are we receiving the signal now? Oh yes, it's coming in loud and clear. It's amazing. I'm not sure what it is yet, let alone where it's coming from, but it's interacting with our system somehow. Like it was intended for us. But I don't understand how that could be. Maybe that's just how the story goes. What? Never mind. Is there a way I can hear it? Or however this is supposed to work? I think the signal is incomplete somehow, but you should be getting a printout of it now. What do you mean it's incomplete? It's almost as if we're only getting a fragment of it. I need the whole thing. This is important. I'm sure it is, but this is all we're getting. Did the man who looks like me get the whole thing? He locked me out of the booth, so I have no way of knowing. But I can tell you that he didn't really seem to understand it. So, what's in the sky? It doesn't make any sense. The stars are just... they're wrong. I thought I'd be able to see something, but it's like I'm looking at a sky that's just... it's not the right sky. But that's impossible. I consider myself a rational man, Doctor. But this isn't a thing you can measure or explain. I've seen impossible things that have taught me just to roll with some punches. It's either that, or go insane. I find it disturbing that you sound like you're speaking from ample experience. Окей. Так, ладно, давайте на этом пока что закончим. Всем спасибо за просмотр. До следующих серий и всем пока.